Привет всем! Спасибо, что зашли ко мне в гости на канал. Поздравляю всех с наступившим Новым годом, с рождественскими праздниками. Желаю, чтобы в Новом году осуществлялись все поставленные цели, конечно же. Чтобы не было никаких глобальных проблем и потрясений. В общем, желаю всего только самого наилучшего в Новом году. Ну а мы с вами прогуляемся в этом видео по прекрасному новогоднему и рождественскому Парижу. Покажу вам свои рождественские косметические покупки и шикарнейший уход для кожи в зимний период. Поэтому для просмотра видео заранее запасайтесь вкусняшками, налейте себе чаек или кофе, ну или возможно что-нибудь покрепче. Конечно, особая атмосфера Парижа начинается уже с выхода из поезда, когда идешь по парижскому тоннелю метро. А точнее, это талантливые музыканты, создающие особую позитивную и романтическую атмосферу города своей безумно красивой музыкой. Вы просто послушайте, насколько это атмосферно. Честно говоря, прям хотелось останавливаться возле каждого и слушать подольше. Но так как время особо не было, находилась я в Париже всего несколько дней. Для того, чтобы успеть посмотреть как можно больше интересных мест города, приходилось наслаждаться этой живой чудесной музыкой на бегу. Но в любом случае, можно сказать, что это приятный бонус в виде бесплатного концерта. Архитектура Парижа просто завораживающая. Честно говоря, глаза просто разбегались, я не знала, куда мне смотреть. Действительно, очень сложно было сфокусировать внимание на чем-то одном, хотелось рассматривать все и сразу. К сожалению, с помощью видео нереально передать всю ту красоту и атмосферу, которая есть в жизни. Поэтому, если есть возможность посмотреть и познакомиться с городом вживую, то обязательно это сделайте. Но мы сейчас с вами находимся в центре Парижа, возле знаменитого музея Лувр. В этот раз у меня не получилось туда попасть, потому что очередь очень большая была на несколько часов, а онлайн-билеты не продавались именно на этот день. Поэтому вам советую, и сама так сделаю в следующий раз, нужно купить билеты онлайн заранее на планируемый день. Но, честно говоря, я не сильно расстроилась, потому что больше я хотела все-таки посмотреть сам именно город. А все знаменитые музеи, дворцы я посмотрю уже в следующий раз. И вот случайно нашла такой стильный магазин одежды прямо через дорогу от Лувра. Зацепил мой взгляд этот магазин тем, что у него на витринах была одежда в моей любимейшей цветовой гамме. Это нежно-пастельно-бежевые, светлые, спокойные оттенки. Ну и, конечно же, сама одежда очень стильно выглядела на манекенах. Не знала раньше существования этого бренда и прям при монтаже видео решила вместе с вами сейчас зайти и посмотреть на сайте коллекции и цены. Оказалось, это итальянский люксовый бренд, родом он из Милана, с идеей продвижения концепта Smart Luxury, то есть умная роскошь. Ну и, соответственно, цены, конечно, у этого бренда тоже роскошные и люксовые. Еще оказалось то, что он есть в Лондоне. Я как раз сейчас именно здесь нахожусь, поэтому можно будет пойти в магазин и не спеша посмотреть коллекции. Поэтому пишите в комментариях, если вам интересен этот бренд, тогда пойду в магазин и обязательно сделаю мини-обзор на него. Ну а мы продолжаем нашу прогулку с вами по Франции, посмотрим еще и другие туристические места. И вот мы уже находимся в другой части центра Парижа. Это общественный парк, называется он Сатюири. Возможно, неправильно ставлю ударение, поэтому заранее прошу прощения. Это очень знаменитое место во Франции. В Париже лучше всего, конечно, посещать Париж весной, когда все расцветает, ну или осенью, когда еще не успели опасть листья, когда период золотой или красной осени. И, конечно же, играет свою роль, когда на улице солнечно и тепло, а не когда холодные серые тучи. Но мне не смогли испортить хорошее настроение от романтической атмосферы Парижа даже густые тучи и мелкий дождь. Надеюсь, что и вам нравится то, что вы видите на экране.
Довольно интересное, на мой взгляд, развлечение для детей. Женщина делает такие вот огромные мыльные пузыри, а дети их пытаются словить. Интересно, это у нее такая работа или своего рода благотворительность? Просто не заметила, чтобы ей кто-то оплатил за это деньги. Пишите в комментариях, как вы думаете. Можно еще покататься на разных корабликах, пароходе. Возят они по всем туристическим местам Парижа и отправляются от Эйфелевой башни. Это довольно удобно, чтобы посмотреть все достопримечательности Парижа в комфорте. Если, например, вы не любите или быстро устаете много ходить пешком. Нам с вами только что помахали, поприветствовали нас, от чего, конечно, настроение стало еще лучше. А тем временем мы с вами подходим все ближе к одной из главных достопримечательностей Парижа. Но перед этим не могу не показать вам красивейший вид с моста Александра III. Посмотрите, насколько это завораживающе. После поездки в Париж лично мне сразу захотелось посмотреть какие-нибудь художественные фильмы, например, о периоде Ренессанса или что-то в стиле Мария Антуанетта. Поэтому, если у вас есть рекомендации фильмов на подобную тему, обязательно напишите название в комментариях под этим видео. Буду вам очень благодарна за совет. Думаю, и не только я, а и те, кто смотрит это видео, потому что действительно как-то стало мало в последнее время интересных фильмов выходить. Так, происходит какая-то съемка свадебная на наших с вами глазах. Скорее всего, я думаю, это для личного использования, не похоже на рекламную, потому что все-таки, когда рекламная съемка, то съемочная группа гораздо больше. Ну а мы с вами двигаемся дальше, посмотрим, насколько удобный общественный транспорт в Париже. Приятно меня, конечно, удивило, что на многих станциях есть дополнительная стеклянная защитная стена, двери которой открываются только после того, как поезд полностью останавливается. Не на всех, к сожалению, станциях, но на центральных, где самый большой пассажиропоток, по крайней мере, есть эта дополнительная защита безопасности. В Японии тоже есть такая же система, и также не на всех станциях. В этом Франция схожа с Японией. Сравниваю я так с Японией, потому что половину практически своей жизни я живу в Японии и естественным образом все остальные страны по качеству, по безопасности сравниваю именно с Японией. А вот что касается, например, прохода турникетов, то здесь уже Франция уступает в Японии в плане комфорта, потому что очень узкие и неудобные турникеты, через которые действительно нужно каким-то максимально неудобным и дискомфортным образом прям просачиваться. При этом еще самому нужно открывать дверь, и на некоторых станциях какие-то непонятные турникеты, которые нужно дополнительно самому руками прокручивать. Конечно, особенно ярко это будет чувствоваться дискомфорт, когда, если есть, например, чемоданы, сумки или другая ручная кладь. Поэтому, если вы первый раз планируете посетить Париж, и у вас довольно большая ручная кладь, багаж, то лучше, конечно, воспользоваться будет все-таки такси. А тем временем мы все ближе и ближе подходим к Триумфальной арке. Я шла по центральной улице, название ее вы сейчас видите в левом нижнем углу экрана. На этой улице много разных ресторанов, бутиков, магазинов, сувенирных лавок. Вид на Триумфальную арку открывается уже с другого конца этой центральной улицы, там, где находятся Елисейские поля, собственно. Оттуда я и заметила это чудо архитектурного строения и как завороженная пошла в сторону Триумфальной арки. Посмотрите, какой интересный бутик Луи Виттон я нашла по пути. Здание сделано в виде большого чемодана Луи Виттон. Очень интересно, на мой взгляд. Удобно, конечно, что многие достопримечательности Парижа находятся в пешей доступности друг от друга. Но это, конечно, понравится только тем, кто любит прогулки на свежем воздухе или, например, много ходить. Лично я, когда приезжаю первый раз в туристическое место, люблю знакомиться с ним, гуляя максимально много пешком по городу. И вот, наконец-то, мы возле Триумфальной арки. Посмотрите, насколько это красиво. А теперь с помощью магии монтажа мы переместились к Эйфелевой башне. Теперь давайте немного насладимся этим замечательным романтическим видом.
По пути к Эйфелевой башне продают вот такие всякие разные безделушки, сувениры. Конечно, такие вот хаотичные продажи портят атмосферу города и особенное сказочное послевкусие от Парижа. На мой взгляд, конечно, лучше бы организовали это все в отведенных местах. Но мы с вами сохраняем вдохновленное и позитивное настроение, и сейчас будем подниматься наверх башни. К сожалению, самый верхний этаж был закрыт в то время, когда я пришла, но с нижнего этажа открывался не менее красивый вид на город. Снизу вверх, когда смотришь на башню, выглядит как очень мощное сооружение. Только подумайте, она была построена в 1887 году. Это особое ощущение, когда ты можешь прикоснуться к такой значимой части истории. Какие у вас есть заветные исторические места, которые вы хотели бы посетить? Пишите в комментариях под видео, потому что вы знаете, когда что-то желаемое напишешь или произнесешь, то оно имеет свойство сбываться в будущем. Вот так выглядит лифт, который поднимается наверх. Сейчас как раз на нем мы с вами поднимаемся. Ничего, конечно, с него не видно, не открывается никакой красивый и интересный вид, в отличие, например, от лифта Токийской башни. Токийская башня – это копия Эйфелевой башни, но уже в более современном виде. По-японски она называется, ну или как произносят сами японцы, это Токио Тауэр. Ну и вот сам вид с Эйфелевой башни. С нее видно много разных достопримечательностей города, но ее особая ценность, на мой взгляд, как и всего Парижа, это то, что дает особое романтическое настроение и вообще заряжаешься какой-то позитивной энергией, появляется вдохновение и хочется что-то творить, создавать. Например, во мне проснулось вдохновение и нотка творчества, от чего сразу захотелось сделать для вас интересное видео о Париже и постараться сделать видео так, чтобы за его просмотром у вас появилось ощущение, что вы вместе со мной, словно в реальном времени, прогуливались по Парижу. Надеюсь, у меня получилось сделать именно такое видео. Ну а теперь, как и обещала, покажу вам хороший уход в зимнее время и посмотрим вместе с вами мои покупки новогодней декоративной косметики. Начнем с ухода в зимнее время. Это премиальный японский бренд Суку. И вот эта вот линейка в таких красивых нежных розовых баночках. К сожалению, в Японии ее уже сняли с производства, но на разных иностранных сайтах, например, если европейские сайты, то это Cult Beauty. Я видела еще там все-таки есть в продаже эта линия. И, конечно, есть еще, если загуглить, на разных сайтах по перепродажу японской косметики. Поэтому, если вас заинтересует данная линия, думаю, можно будет все-таки еще найти и купить ее. Ценность этой линии лично для меня то, что эта линия была самой увлажняющей и в то же время питательной. Вообще из всей уходовой косметики, что я пробовала. Если у вас сухая или очень сухая кожа, шелушащаяся, то эта линия просто создана для вас. Я ей лично пользовалась в прошлом году только именно зимой и осенью-весной, когда было очень холодно и ветрено. Плюс здесь есть антивозрастные компоненты, но не стоит беспокоиться, потому что она подходит разной категории возраста. Необычное здесь, интересное, нестандартное нанесение предлагает этот бренд. Сначала нужно нанести легкую кремовую эссенцию массажными движениями. Она очень быстро и легко проникает в кожу и за считанные секунды впитывается. После этого уже наносим лосьон при помощи ватного диска, но не растирая кожу, а как бы прикладывающими, легкими, похлопывающими движениями. Уже сразу, только после этих двух шагов, кожа становится очень увлажненной и, в принципе, можно нанести последним шагом не сильно питательную какую-нибудь легкую эмульсию. Но, конечно, для тех, у кого очень сухая, шелушащаяся кожа, то лучше нанести эссенции и лосьона в качестве завершающего шага сыворотку крем из этой же линии. Состав у этого ухода шикарный. Я даже с первого раза после нанесения почувствовала, как кожа моментально стала напитанной и очень мягкой. С одного раза крем убрал все шелушения, что у меня были. Это особенно в зоне лба, носа, подбородка. Больше всего в этих частях кожи, конечно, она шелушится. Восстанавливает
эластичность кожи и делает ее более упругой. Что касается крема, то он состоит из уникальной формулы двойной фиксации масла. Также помогает поддерживать естественные процессы обновления кожи, которые все-таки с годами ухудшаются. В составе масла ши оно разглаживает и обволакивает кожу, а также в составе есть экстракт цитрусового растения, которое называется депресса, родом из японского острова Окинава и Тайваня. Оно помогает стимулировать выработку клеток эпидермиса и обеспечивает прекрасный эффект молодости. Ну и, конечно же, немаловажно, это сам внешний вид этой косметики. Сразу чувствуется, что это премиальный, хороший такой японский люкс. Баночки выполнены в пластике, но это не дешевый какой-то пластик, а это именно, знаете, вот ощущение дорогого люксового стекла. То есть японцы сумели сымитировать пластик в виде стекла. Очень действительно интересно. И баночка с кремом, она довольно такая увесистая. С первого раза подумала, что это сначала стекло, а не пластик. И несмотря на то, что здесь все-таки матовая упаковка, она абсолютно никак не пачкается, не портится. И главное, что не липнет, как это могут делать другие не особо хорошего качества матовые упаковки. Дозатор у лосьона полностью откручивается, снимается. Можно было купить запасной рефил и повторно использовать упаковку, чтобы каждый раз за нее не переплачивать. Ну или, например, использовать в быту. Ну и раз мы с вами уже начали тему ухода, сразу хочу показать вам марку косметики, которая предназначена для кожи с разными заболеваниями. Например, атопический дерматит, экзема, псориаз и других проблем с кожей. Это уже средний, недорогой ценовой сегмент, и это является больше как аптечная косметика. Должна сказать, что это не моя личная косметика, а моего мужа. Он с самого детства страдает атопическим дерматитом, и до знакомства с ним я даже не могла себе представить, насколько сильно влияет на качество жизни подобные заболевания кожи. Поэтому мне захотелось показать в одном из своих видео этот уход, чтобы те, кто страдает подобными кожными заболеваниями, смогли облегчить себе жизнь. Марка называется Футамин. Название всей косметики, которая есть в этом видео, я напишу внизу в описании под видео. Поэтому, если вас заинтересует что-то из того, что я показываю, вы сможете скопировать и найти в гугле. Среди японцев, страдающих дерматитом, экземой и другими кожными заболеваниями, это самая популярная косметика по уходу за кожей. И, конечно, японцы именно эту линию этой марки друг другу рекомендуют постоянно. Думаю, люди, которые страдают от подобных проблем с кожей, знают, что при таких заболеваниях кожа, она очень тонкая, сухая, нет защитного барьера, который бы помогал удерживать влагу в коже. И, конечно, постоянный зуд и шелушение, из-за которых невозможно вести нормальный образ жизни. Так вот, что касается подробней этой косметики, это лечебная косметика с футамином. Футамин – это защитное покрытие в косметике, создается за счет веществ, имитирующих кожное сало, ланолина и природных восков. Предотвращает появление прыщей, обморожений, трещин и потрескавшейся кожи. Также предотвращает чувство жжения после солнечных и снежных ожогов и появление пигментных пятен и веснушек, вызванных солнечными ожогами. Увлажняет глубоко кожу и кондиционирует ее. Также снимает раздражение после бритья. И здесь два варианта лосьона в светлой баночке, которую муж у меня уже всю полностью израсходовал. Это более легкая увлажняющая формула. Она, конечно, лучше подходит для какого-то влажного и жаркого климата, например, как в Японии. А вот что касается в красной упаковке, он более питательный, более насыщенный и подходит, наверное, больше к сухому климату, к европейскому. В красной упаковке лосьон похож больше на легкую увлажняющую эссенцию, нежели на водянистый лосьон. Все средства не имеют запаха, а душек можно использовать даже для младенцев и детей. Также можно использовать для людей с грубой и чувствительной кожей. Бережно относится к детской и чувствительной коже. Что касается крема, он отлично делает кожу мягкой, увлажненной и сглаживает даже супер большие неровности, например, как на пятках, коленях, локтях. Крем очень плотный, думаю, вы это сейчас можете заметить на видео. Плотный, питательный, подходит в качестве массажного крема. Также можно наносить как базу перед макияжем или как ночной уход за кожей. В составе масло жожоба, витамин Е1, глицеризиновая кислота, палладий. Весь уход и лосьон и крем проникает глубоко в кожу, вплоть до рогового слоя. И все ингредиенты, что есть в составе, они японского производства и только проверенные и безопасные.
Ну а теперь перейдем к декоративной косметике. Давайте вместе распакуем праздничный лимитированный набор помад от MAC. Вышел он в Японии в преддверии новогодних, рождественских праздников. Было всего два варианта наборов. Один набор из красных оттенков с малиновыми. Но так как мне не нужно 50 оттенков красного, и уж тем более я не пользуюсь яркими фуксией или малиновыми оттенками, поэтому, конечно, я выбрала нюдовую, бежевую, коричневую гамму, носибельную для повседневного макияжа. Кроме того, в этом наборе есть три довольно, на мой взгляд, ярких цвета. Мне кажется, что этого вполне достаточно. Стоил такой набор $100, в каждой помаде по 1,5 грамма, и все вместе помады получается 18 грамм. И с учетом, что одна помада в MAC этой формулы стоит $26, думаю, что в принципе это выгодная покупка с учетом того, что можно попробовать сразу 12 разных оттенков. Формула помад в этом наборе Powder Kiss, то есть пудровый поцелуй. Конечно, очень красивая праздничная упаковка, которая действительно выглядит как подарочная упаковка, которую не стыдно было бы преподнести в качестве подарка. Упакован сам набор был хорошо, качественно и аккуратно, находится в пластиковом защитном пакете. А вот так, собственно, выглядел сам набор помад. Внутри лежал поролоновый лист для дополнительной защиты помад, чтобы во время пересылки или доставки они не разбились и чтобы не повредился и не поцарапался сам пластиковый кейс. Очень красиво и аккуратно, и по-праздничному нарядно все выглядит. Честно говоря, это один из немногих пластиковых кейсов, который не хочется сразу выкинуть, а наоборот хочется его сохранить, чтобы использовать как коробочку для хранения косметики. Ну и, конечно, первое время эти помады у меня так и стоят на моем макияжном столике в качестве бьюти-украшения. И вот почему-то каждый раз, глядя на него, поднимается настроение и становится праздничным. Посмотрим теперь сводчи оттенки помад поближе. Сами помады держат внутри вставленный плотный картон. Первым, пожалуй, покажу самый популярный оттенок помад в MAC. Это оттенок Teddy. Есть еще Velvet Teddy. Оттенок у меня в наборе называется Teddy 2.0. Можно просто запутаться в этих названиях Teddy. У MAC очень красивый нежный цвет, правильный грамотный нюд, бежевый с небольшими розовыми нотками и без ярко выраженной рыжины. Давно, конечно, хотела попробовать именно этот оттенок. Конечно, очень теперь рада, что он у меня есть в коллекции. На видео почему-то выглядит как полностью теплый коричневый цвет, но в жизни это все-таки более нейтральный или даже более уходящий в холодинку цвет с розовым подтоном. Теперь самый яркий оттенок под названием Mandarin O. Это лососево-розовый цвет, очень яркий, идеально, я думаю, подойдет для лета или весны, когда уже на улице все расцветает, солнечно и тепло. Формула этих помад мне очень понравилась. Напоминаю, линия это называется Powder Kiss. Невесомая влажная матовая формула создает размытие и мягкий фокус цвета. Абсолютно не чувствуется на губах, не сушит губы, не подчеркивает морщинки на коже губ, а наоборот их скрывает, как бы маскируя цветом. Теперь еще один весенне-летний яркий оттенок. Название его Shocking Revolution. Комфортные абсолютно все цвета. Главное, что даже светлые нюдовые оттенки не собираются в течение дня в белую полоску на губах. Один из темной цветовой гаммы с труднопроизносимым названием оттенок, поэтому его название вы сейчас видите на экране. В описании на сайте написано, что это цвет вина сердечного тона. Интересное поэтичное описание цветов. Очень приятные гладкие матовые упаковки у помад в этой лимитированном наборе. Отличаются от помад из постоянной линии. В постоянной линии эти помады уже в стандартных маковских футлярах. Вот так выглядят все остальные оттенки в этой линии Powder Kiss. Пишите, какой вам нравится больше. Мне очень неожиданно понравился оранжевый оттенок яркий. Mandarin O очень красиво выглядит. Мне кажется, если его нанести в один тонкий слой и растушевать пальчиком, будет вообще очень красиво смотреться такой эффект зацелованных губ. И последний яркий цвет из этого лимитированного набора называется Work, 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 то есть работать, работать, работать. Интересное название, однако. Холодный красный цвет, поэтому зубы с этим оттенком, конечно, будут выглядеть более белее визуально. Если в один слой наносить помады, то они будут давать губам легкий оттенок и выглядеть на губах цвет очень натуральным. Как будто это ваш естественный цвет губ, но только лучше. При этом, если наслаивать до более плотного цвета, помада не плешивит абсолютно, не ощущается тяжелой на губах. И чуть не забыла сказать,
Вспомнила, что эти помады имеют сладкий вкус и ванильный аромат, но аромат не чувствуется уже через минуту после нанесения. Интересно, это все маковские помады имеют сладкий вкус или только эта лимитка? Если вы знаете, пишите обязательно в комментариях. Если вас заинтересовали помады от MAC и вы не знаете, какой цвет вам подобрать, конечно бы я посоветовала самый первый оттенок, который показывала, это Teddy 2.0 для молодых девчонок. Он подходит тем, что подчеркивает молодость и свежесть, а для зрелого и взрослого макияжа подходит тем, что не утяжеляет макияж, наоборот, очень освежающий оттенок и будет визуально на несколько лет омолаживать. В одном из следующих видео мы с вами прогуляемся по парижскому Диснейленду, поэтому если вы еще не подписаны на мой канал, то обязательно исправьте это и подпишитесь на канал прямо сейчас. Надеюсь, понравилась вам наша сегодняшняя прогулка в Париже. Информация о косметике была информативной и полезной вам. Буду благодарна всем, кто поставит лайк этому видео. И если у вас есть замечания по поводу видео, пишите их в комментариях для того, чтобы я знала, как улучшить и сделать последующие ролики для вас более интересными. Большое спасибо всем, кто досмотрел это видео до конца. До новых встреч. Пока-пока. And I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can